После того, как Федерация FIFA и Electronic Arts завершили свое сотрудничество, будущее футбольного симулятора под названием FIFA до сих пор остается неопределенной. И спустя уже почти год после того, как Electronic Arts выпустили свой отдельный FUTSIM, название которого уже никак не отсылается к прошлому, конкретики касаемо будущей части FIFA и в целом игры под названием FIFA до сих пор неизвестно, несмотря на то, что всякие представители, тот же самый Джанни Инфантино, постоянно упоминают о разработке какого-то футсима. В принципе, за все это время мы уже неоднократно говорили об этом, и о том, что, возможно, 2K будет разрабатывать, и о том, что эта игра уже разрабатывается, что какие-то планы на нее есть, и сегодня предлагаю список этих роликов дополнить, поскольку появилось небольшое дополнение к уже имеющимся новостям, которое позволяет нам в лишний раз, так сказать, сформировать полноценную картину касаемо предстоящего футсима под названием FIFA, так сказать, ее возвращение. Поэтому устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Если вам необходимо срочно пополнить свой баланс в Steam или же прикупить новую игру на свой аккаунт, но вы не знаете, где это можно сделать, у меня есть для вас решение. KupiCode — это не просто сервис, а целая игровая экосистема, которая делает упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывает турниры и предлагает систему лояльности. У них самая низкая комиссия на рынке, и помимо пополнения, также на их сайте вы можете найти игры, которые недоступны для нас в Steam. Раздел «Недоступные в РФ». Здесь собраны все игры, которые пользователи не могут найти в магазине Steam, но благодаря KupiCode их можно приобрести на свой российский аккаунт, и не нужно в лишний раз париться с созданием новых профилей и прочими трудностями. Пополнение аккаунта Steam на их сайте происходит несколько действий, просто, дешево и безопасно. Все, что вам необходимо сделать, так это ввести логин, указать мой промокод и нажать «Оплатить». KupiCode не запрашивает данные от аккаунта, только логин, а поэтому все безопасно. А если вы используете именно мой промокод, комиссия на пополнение снижается на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. Также через KupiCode можно пополнять казахстанские аккаунты Steam в тенге, а также аккаунты в долларах. Для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на пополнение и покупку. Ссылка в описании. О том, что на рынке футбольных симуляторов, помимо нынешних FK24 и eFootball 2024, должен появиться еще один футбольный симулятор, UFL пока что не воспринимаем счет, Джанни Инфантино заявляет уже на протяжении целого года, как раз таки с того момента, когда и стало известно о том, что Electronic Arts не будет продолжать сотрудничество с Федерацией FIFA. Время от времени глава Федерации говорил о том, что игра продолжает разрабатываться, они хотят выпустить игру наивысшего класса, чтобы люди не разочаровались в новой футбольной игре, которая получит название как раз таки также FIFA. И как раз таки недавно на одном из конгрессов FIFA, который проходил в Бангкоке, это в Таиланде, Джанни Инфантино вновь упомянул о футбольном симуляторе под названием FIFA. Конкретики прозвучало, как всегда, немного, но тем не менее. Издание The Athletic цитирует: «Мы разрабатываем новую электронную игру, потому что футбольный симулятор для сотен миллионов детей по всему миру должен называться FIFA. Когда они играют в футбольный симулятор, они играют в FIFA. Это нельзя называть по-другому». Ну да, скажите это игрокам в PES или же в eFootball. Мы разрабатываем новых партнеров и новую игру, которая, очевидно, как и все, что мы делаем, будет лучше. Так что готовьтесь к новой игре FIFA. Конец цитаты. То есть, как и всегда, громкие слова, заявления, но без какой-либо конкретики. На данный момент мы все еще не знаем потенциального разработчика, несмотря на множество слухов касаемо 2K, потому что слухов ходит очень много, и нельзя сказать наверняка, насколько они точные. Но и всех представленных студий именно 2K приближена к потенциальному футбольному симулятору больше всего, несмотря на то, что они уже и так заняты другим проектом под названием Lego 2K Goal, который до сих пор не был официально анонсирован, но тем не менее он вроде как все еще ожидается. Различные игровые журналисты сообщали, что именно 2K займется разработкой нового футсима для Федерации, именно им упадет такая честь, и вроде как они уже вовсю трудятся над этой игрой. Что же касаемо лицензии, то этот вопрос в принципе не менее интересный, поскольку все мы знаем, что лицензия — это неотъемлемая часть футсимов, и лицензия — это отдельная борьба тех же Konami и Electronic Arts, которые каждый футбольный сезон друг у друга забирают по команде, по чемпионату, по турниру и так далее. И как же быть новоиспеченному футбольному симулятору? Ведь нам уже известно, что те же самые UFL будут располагать только лицензией FIFA Pro на футболистов. По сути, там никаких чемпионатов, турниров у них, судя по всему, не будет. Пара-тройка партнерских команд, но на этом все и закончится.
закончится. Что же будет с фудсимом от самой Федерации FIFA? Если отталкиваться от лицензии, которую может предоставить сама Федерация, то, скорее всего, стоит ожидать лицензию как минимум на тот же чемпионат мира, поскольку Мундиаль принадлежит именно что самой Федерации. И те же самые DLC, которые выходили для 18 части, для 14 части, 23 части, они, по сути, были в сотрудничестве с самой Федерацией. Но поскольку FIFA настроилась на свой собственный футбольный симулятор, стоит ожидать, что и чемпионат мира будет доступен именно в рамках этой футбольной игры. Насколько эксклюзивно, тут уже сказать трудно на самом деле. Также некоторые пользователи указывают на отдельный чемпионат мира среди клубов. И это на самом деле достаточно важное замечание, ибо, как правило, когда речь заходит о потенциальных лицензиях, этот турнир и участвующие в нем команды особо не вспоминают. Но стоит принять во внимание, что уже в ближайшее время этот турнир, точно так же как и Лига Чемпионов, изменит свой формат, и количество участвующих команд в клубном чемпионате мира должно увеличиться. И вполне возможно, что в рамках лицензии на клубный чемпионат мира могут появиться и команды, которые в этом клубном чемпионате мира непосредственно участвуют. Например, какой-нибудь там мадридский Реал, южноамериканские команды, азиатские команды и так далее. А вместе с ними там и соответствующая графика в виде форм, возможно, стадионов и так далее. Ну и очевидно, что у футбольного симулятора под руководством Федерации FIFA будет своя основная лицензия на всех имеющихся футболистов, которые входят под сферу влияния FIFA Pro. И поэтому, касаемо остальных лиг, остальных команд, возможно, будет такая же ситуация, как и с eFootball, когда будут фейковые команды, но реальные футболисты. И, в общем-то, как-то вот так вот. В комментариях под этим роликом пишите свое мнение касаемо всего услышанного. Ожидаете ли вы отдельный футбольный симулятор от Федерации FIFA под соответствующим названием? Как вы думаете, станет ли 2K разработчиком этого футсима, или же его выпустит какая-то другая сторонняя студия? Ваши предположения я также буду ждать в комментариях под этим роликом. Помимо этого, не забывайте поддерживать видео своими лайками, так вы помогаете ему с продвижением. Ну и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. У меня же на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр и вашу активность, и желаю вам всем удачи. Всем пока!